С началом Первой мировой войны страны Антанты провели комплекс правовых, политических и военных мероприятий, направленных на прекращение морской торговли Германии. Введенная торговая блокада должна была привести к постепенному удушению экономики противника. Уже в 1916 году Германия начала испытывать значительные трудности в необходимых поставках сырья, оборудования, материалов и продовольствия для воюющей страны. В этих условиях при поддержке правительства Германии на средства частных лиц были построены ныряющие подводные суда, блокадопрорыватели, способные решать задачи по доставке необходимых грузов в обход торговой блокады. Корабли эксплуатировались судоходной компанией Norddeutscher Lloyd Line на североамериканских линиях. Подводный коммерческий транспорт представлял собой двухкорпусную субмарину грузоподъемностью 750 тонн, приспособленную для длительных одиночных автономных переходов. В связи с ограничениями по тоннажу, подлодка должна была обеспечивать перевозку особо важных стратегических материалов, ценных грузов и дипломатической почты. Значительная часть груза размещалась вне прочного корпуса. Длина подводного корабля составляла 65 метров, ширина 8,9 метра, высота 9,25 метра. Полное водоизмещение 1880 тонн. Рабочая глубина погружения 50 метров. Субмарина приводилась в действие двумя дизельными двигателями общей мощностью 800 лошадиных сил. Двигательная установка позволяла лодке развивать скорость до 10 узлов, 18,5 км в час в надводном и около 5,2 узлов, 9,6 км в час в подводном положении. Дальность плавания экономическим ходом составляла около 19 500 км. Экипаж подводной лодки насчитывал 25 человек. Головной подводный транспорт Deutschland Ю-151 Deutschland был введен в эксплуатацию 10 апреля 1916 года. Вслед за ним в строй вступил второй подводный грузовик Бремен Ю-152 Bremen. Кроме того, на стапелях в различной степени готовности находились 6 транспортных субмарин еще большего водоизмещения – 2272 тонны. Лодка Deutschland под командованием капитана Петера Кёнига вышла в первый коммерческий рейс 14 июня 1916 года. На борту находилась дипломатическая почта, а также 500 тонн груза, главным образом дефицитных красителей для тканей и продукция немецкой фармацевтики. Отстоявшись 9 дней у Гельголанда, подводный транспорт совершил поход вокруг Шотландии в США. Большую часть пути лодка прошла в надводном положении. При появлении поблизости судов транспорт уходил под воду и шел с использованием перископов, а если и это представлялось рискованным, то вовсе скрывался под водой. Субмарина прибыла в Балтимор 10 июля 1916 года, покрыв за 16 дней расстояние около 6700 километров. Известия о появлении в США уникального подводного транспорта вызвали настоящую дипломатическую бурю. Британия совместно с союзниками направила США ноту протеста, утверждая, что подводные лодки без изъятий должны расцениваться как военные суда. Субмарину нельзя остановить и досмотреть на наличие вооружения, боеприпасов и контрабанды, товаров военного назначения, подлежащих конфискации, а истинные ее намерения невозможно проверить. В свою очередь, германское правительство обвинило США в фаворитизме и предоставлении торговых преференций союзникам. Немцы особо указывали, что невооруженные подводные лодки, независимо от принадлежности, должны рассматриваться как коммерческие суда и беспрепятственно допускаться к торговле в нейтральных странах. Желая погасить скандал, на корабль прибыла специальная инспекция военно-морского флота США. Осмотрев судно, комиссия констатировала отсутствие на борту вооружения и военнослужащих лиц. К явному неудовольствию союзников, судно было признано коммерческим. Тем не менее, у экипажа Дойчланда на этот счет никаких иллюзий не было. Моряки прекрасно понимали, если союзные корабли встретят подлодку в море, она будет потоплена без всякого предупреждения. 15 августа 1916 года подводный транспорт Deutschland вышел из Балтимора. В обратный рейс лодка взяла то, ради чего все затевалось, сырье, которого так не хватало Германии: 341 тонну никеля, 93 тонны олова и 343 тонны каучука. Стоимость привезенного 6 сентября в Бремерхафен груза составила 17,5 миллиона марок, что более чем в 4 раза превысило затраты владельцев на постройку судна – около 4 миллионов марок. Успех был полнейшим. В ноябре-декабре 1916 года
Лодка совершила еще один рейс в США с грузом стоимостью около 140 тысяч долларов, драгоценные камни, ценные бумаги и лекарственные средства, успешно избежав встречи с группировкой из 8 английских крейсеров, которые Адмиралтейство отрядило на поимку подводного купца. Обратным рейсом транспорт доставил на родину нескольких десятков тонн никеля, каучука, рафинированной меди, 6,5 тонн серебра в слитках и бочонки меда в качестве личного подарка кайзеру Вильгельму II. Третий коммерческий поход в США, запланированный на январь-февраль 1917 года, был отменен ввиду резкого ухудшения германо-американских отношений. Подводный транспорт «Бремен» под командованием капитана Карла Шварцкопфа вышел в поход в сентябре 1916 года и пропал без вести. До настоящего времени судьба корабля неизвестна. Существует несколько версий гибели блокадопрорывателя, таран тяжелого подводного объекта вооруженным торговым крейсером «Мантуэ» в 560 километров к югу от Исландии. Потопление в результате торпедной атаки английской подводной лодки G-13 у Шетландских островов. Гибель от подрыва на мине у Оркнейских. В дополнение к грузовым подводным лодкам «Дойчланд» и «Бремен» в период с июля по сентябрь 1917 года были введены в эксплуатацию еще 6 больших подводных транспортов. Однако перспективы их использования для торговой деятельности оказались весьма туманны. Еще в декабре 1916 года строящиеся лодки были переданы военно-морскому флоту и переоборудованы по военным спецификациям в крейсерские подводные лодки дальнего действия, получившие индексы Ю-151 «Ольденбург», 152, Ю-153, Ю-154, Ю-156, Ю-157. В качестве основного вооружения на борту подводных лодок были установлены палубное 150 миллиметровое орудие СКЛ-45, палубное 88 миллиметровое орудие СКЛ-30 и два 500 миллиметровых носовых торпедных аппарата с боезапасом 18 торпед. Кроме того, субмарины были приспособлены для постановки минных заграждений. Увеличенная до 46 тысяч километров дальность плавания теоретически позволяла подводному крейсеру контролировать основные пути морского судоходства в Западной Атлантике, а также воды южнее экватора. Большая численность экипажа, 56 человек, давала возможность десантировать на борт коммерческих пароходов призовые команды. Субмарины были объединены во флотилию подводных крейсеров. После переоборудования в ее состав под индексом Ю-155 была включена транспортная подводная лодка «Дойчланд». Ее оснастили 6 носовыми 500 миллиметровыми торпедными аппаратами с боезапасом 18 торпед и двумя 150 миллиметровыми палубными орудиями, снятыми с выведенного в резерв броненосца «Церинген». Подводные крейсера успешно действовали на вражеских коммуникациях в Западной Атлантике, близ побережья США, нанося серьезный урон коммерческому судоходству. Так, 2 июня 1918 года Ю-151 «Ольденбург» под командованием капитана Генриха фон Ностица в течение нескольких часов потопила 6 американских кораблей и повредила еще 2. На следующий день танкер «Герберт Пратт» подорвался на мине, поставленной Ю-151 в районе боевого патрулирования. Большие грузовые отсеки, оставшиеся от транспортных субмарин, позволяли перегружать на лодку ценные грузы, выявленные в ходе досмотра судов. 9 июня 1918 года Ю-151 «Ольденбург» у мыса Гатерас, США, остановила норвежское грузовое судно «Виндеган». Призовая команда обнаружила на борту норвежца груз, состоявший из 70 тонн медных слитков. Материалы были перегружены на подводный крейсер, после чего «Виндеган» был потоплен подрывными зарядами. Считается, что наиболее результативными лодками по количеству потопленных судов стали Ю-155 «Дойчланд», 42 потопленных судна с общим тоннажем 121 328 брутто-тонн, и Ю-151 «Ольденбург», 34 потопленных судна с общим тоннажем 88 395 брутто-тонн. Абсолютный рекорд германского флота по длительности автономного плавания поставила лодка Ю-157 под командованием капитана Макса Валентинера. Подводный крейсер пробыл в боевом походе с 27 ноября 1917 года по 15 апреля 1918 года. В общей сложности 139 дней. Интересно, что лодки оказались действительно неуловимыми для противолодочных сил союзников. За все время боевых действий было потеряно 2 субмарины данного класса, транспортник Ю-152 «Бремен» и Ю-156, вероятно от подрыва на мине в сентябре 1918 года.
С окончанием боевых действий, находившиеся в боевом составе германского флота подводные крейсера были сданы союзникам по условиям перемирия. Подписывайтесь на канал и оставайтесь на связи. До новых встреч!